Вот с этого надо начинать. Пустите меня, пожалуйста, у меня денег нет, я так не хочу в тюрьму, да, конечно. Не везде, так скажем, можно, да. Вот с этого места поподробнее, да. Чем сосать, сука, работают испанцы, блядь? Там какие-то, блядь, стоны. Вся палатка была обдрочена. Какой жуткий ритуал. По кругу, по кругу, по кругу. Чел просто стоит, снимает. Ну свет-то включите, ёпта. Ты представляешь такое увидеть? Вот это я понимаю, вот это шок-контент. Она, говорит, свистнула, и свистнули тоже потом. Вот это точно по телевизору покажут. Вот это грамотная работа. И вот сейчас что-то будет. Поехали. Всем здравствуйте, всем привет, с вами, как всегда, я Лёха. Находитесь на канале Hard Play. Сразу сходу хочу сказать то, что внизу в описании, вот прямо сейчас, вот так вот под этим видеороликом вы найдете новый мерч, новый сайт. Вы прямо вот так заходите, а тут все обновлено, новая коллекция, размеры пока все есть, скидка действует, господи, там миллионы, все, посмотришь, короче, зайдешь там, да. Очень интересно, да, очень интересно. Так что рекомендую. Всем, ребят, спасибо. Носите на здоровье шмотки за хорошую цену, с хорошей ткани, как говорится, да, сделано. Старался, все как всегда. Марку держит. Да, так что кайфанете. Так, ну а мы сегодня вместе с зомби-чезом посмотрим с вами 20 страшных настоящих ведьм, снятых на камеру. Кто вообще такие ведьмы? Это вот те самые, которые раньше как котик прошел, черненький за женщиной. Соседка говорит, блядь, ведьма. На костре. Есть они или нет, не знаю. Но то, что в ТикТоке есть вот эти шарлатаны, которые сидят, да, и вот это вот гадаю, да. Вот это вот, конечно, вот мы с вами видели, мы с вами их рейдили. Я говорю так, как есть. Так что давайте посмотрим, что нам скажет зомби-чез касаемо 20 страшных настоящих ведьм, снятых на камеру. Поехали. Что в мире существуют настоящие ведьмы, но поймать их и обнаружить одну из них чрезвычайно сложно, потому что они маскируются под людей. Но есть достаточно много кадров, где очевидцы засняли на камеру настоящих ведьм, и это не сказочные персонажи, это кровожадные сатанинские твари. Сейчас увидите. И у нас 20 реальных ведьм, снятых на камеру. 19. Сейчас надо... я вам покажу. Пока не забыл, надо лайк поставить. За старание надо. Ссылочка, ребят, тоже внизу в описании. Зомби-чез, обязательно заходите, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал. И давайте. Жуткие кадры, на которых мы увидим подростка, который запечатлел случайно на камеру шабаш ведьм, а после погиб. Исходник найденной видеозаписи был создан в августе 2017 года. В описании видео написано, что данные кадры разрешены для публикации семьей пропавшего подростка. Видео, снятое в сельской местности, далеко от города. Молодой парень приехал к бабушке на каникулы. Там он находит старую видеокамеру покойного деда и начинает вести свой блог, как он проводит лето в деревне. В один момент он пошел в... Блядь, тот неловкий момент, когда старая видеокамера деда лучше, чем 99% роликов про НЛО в Ютубе. Вот серьезно. Лез и залез на дерево, и когда говорил на камеру свои ощущения, случайно срывается с дерева и падает. От удара об землю он теряет сознание. Когда он очнулся, наступила ночь. То, что происходит дальше, напугает вас. Парень встает и замечает неподалеку от себя костер. А его никто не собирался, нет, искать. Подойдя ближе, он замечает странную и довольно жуткую женщину, которая держала в руках книгу и, вертя головой в разные стороны, читала какие-то заклинания. Рядом, напротив нее, лежало неподвижно тело человека. Что тут происходит и кто эти люди? Шабаш ведьм? Ведьма почувствовала, что за ней наблюдает, и резко повернулась. Ведьма начала его преследовать. Вот сразу видно, школьник, додик Патау, который не смотрит канал Hard Play. Что нужно делать, если ты живешь в сельской местности, либо тем более в лесу? Остается только подтолкнуть пару в стволы. Правильно! Карабин! Карабин — это такая вещь, которую на плечико накинул и пошел гулять. На всякий случай, просто знаешь, вот мало ли чё. Да, упал с дерева, просыпаешься, опа, а там шабаш, блядь.
И ты вот так вот аккуратненько, вот так вот лег, как я тебя учил, помнишь, так вот ноженьку вдоль тела, вот эту вот вторую, одну в другую стороночку, и вот так вот аккуратненько раз, на веточку поставил этот карабинчик и сидишь, смотришь. Она поворачивается, а ты говоришь: добрый вечер, мадам. Бам, блядь! И все. Шабаш временно прерван. Да, на несколько веков. Все, конец. Плюс карабин. И не надо ни от кого бегать, да. 3 левела подадут как минимум. Это видео является очень пугающим, и некоторые кадры могут у вас вызвать шок и недоумение. Часть видео будет заблюрена, но это не помешает ужаснуться. Это видео невероятно стало популярным в международном сообществе YouTube, и мимо него я никак не могу пройти. Во время обыска лесного кладбища эти исследователи загадочных мест столкнулись с ужасающим зрелищем. Да если бы вы такое увидели своими глазами, вы бы, блядь, бежали бы так, что, я не знаю, Усейн Болт так не бегает. Что вы мне показываете? Вы сумасшедшие прям. Женщина-ведьма, которая поедает человека. Кадры будут замазаны, и вы их можете посмотреть в моем телеграм-канале. Да. Кстати, не забывай подписываться на наш телеграм-канал, чтобы не пропускать самые свежие стримы. Между прочим, сейчас Resident Evil 5 проходим. Да, продолжение марафона по резику. Угу. Старая седая женщина, вся в рыжих прожилках, стоит над распростертой на полу человеческой фигурой. Человек явно не подает признаков жизни. Неясно, что именно она сделала с этим человеком, но ясно одно: ведьма действительно опасна и зловеще выглядит. Kenapa tadi kamu menyerang saya? Hah? Tadi saya hanya ingin bertanya kemana perempuan itu kamu sembunyikan, dan ternyata di sini ya. Девушка. Там вот такие два. Так, кто-то взял, у тебя вот здесь вот висит. И прям, знаешь, вот так вот, просто вот с бедра вот так вот. Дан! Все. Которая в кадре явно пытается осторожно вступить в контакт с ведьмой и осторожно отступает. Удастся ли ей? Постанова не постанова, но это реально до ужаса пугает. Осталось совсем немного до финала ремонта студии. И как начнутся у нас экшены, блядь, связанные с заброшками. Ох, ёб твою мать. Как они начнутся, и все вот это вот в Heart Inside, бля. Все туда буду постить. Все. Вот все, что можно будет постить. Все, что нельзя будет на YouTube. По понятным, да, причинам. Понимаете, почему на YouTube нельзя будет. Как бы не везде, так скажем, можно, да. Да, но инсайдики будут там. Но не буду говорить. Данное видео было снято внутренней камерой наблюдения в библиотеке Маклин, штат Вирджиния. На кадрах мы сейчас увидим ведьмовской ритуал. Мы видим, как несколько молодых подростков стоят возле женщины постарше и проводят там какой-то спиритический обряд. Внимательно присмотритесь на женщину в косынке. Ее лицо преобразовывается в жуткую гримасу. Нос становится заостренным, вокруг глаз кожа сильно потемнела, появилась зловещая улыбка. Зрачки... Но свет-то включите, ёпта. И стали очень ярко отсвечиваться на камере, после чего она прячет свой облик и уходит в темноту. Может ли быть эта женщина настоящей ведьмой, которая неожиданно начала проявлять свою злобную сущность? Что думаете? Пишите ваши предположения в комментариях. Автор этого видео по имени Дэнни исследует жуткие заброшенные окрестности. Он направляется в ближайший заброшенный парк. Подойдя к озеру, он замечает, что в нем скрывается поблизости что-то страшное. Алло? Воу, алло? Да, конечно. И ты прям hello говоришь. Конечно же, да. Алло? Загадочная фигура. Идеально белая тряпка на ней, вообще идеально белая, просто пятнами измазанная. Во всем белом похожа на какого-то зомби или ведьму, или по крайней мере психично больного человека. Психично. Можно даже заметить над этой фигурой странное красное свечение.
Дэнни дико пугается этой странной встречи. К тому же жуткая фигура начинает его преследовать. Посмотрите, как это существо странным Жуткая фигура начинает его преследовать. Посмотрите, как это существо странным способом передвигается, да еще и с большой скоростью. Выглядит это довольно жутко. Как дал с кирзача. Ты чё? Возможно, здесь нет ничего паранормального и мистического, а самая банальная постановка. Чел просто стоит, снимает. Просто. Не бежит ничего, просто стоит, снимает. Ох, Но все равно блядь. выглядит это очень стрёмно. Ну, подобосраться можно ночью, если честно. Ну, факт. Страшное видео было опубликовано в декабре 2021 года. Видео начинается с ярко-красной вспышки. Находясь на этом кладбище, этот человек, похоже, случайно наткнулся на кого-то, кто проводил жуткий ритуал. Какой жуткий ритуал. Фигура проговаривает какое-то заклинание и оживляет огонь. Блять, оживляет огонь. Взял дрын. Как в этом, в Dark Souls мы сейчас с тобой играем. В 3-м. Дрын взял, вот этот здоровый, который я выбил недавно. Блять, над головой раскрутил, говоришь, сейчас я, сука, устрою вам здесь шабаш. Минимум, говорит, 2 левела дадут. И с криками, бля, вот так вот пошел махать и залетаешь туда в толпу. Вот это я понимаю, вот это шок-контент. А это что это? Сидят все, блядь, серятся за этим, и все. Позже Повелитель, среди блядь, могил огня. человек снова слышит этот странный голос в темноте, за которым Че, я не пойму такое. Кто-то могилу сделал в виде сарая? вскоре следует пронзительный певчий голос. Затем мужчина резко падает вперед, его подталкивает невидимая сила. Не пойду, говорит, больше ночью на кладбище. Можно увидеть издалека призрачную фигуру, которая приближается Какое-то, говорит, хуевое к кладбище. нему. Снова полыхает костер, и, приблизившись к угасающему пламени, оператор видит сгорбившуюся ведьму, которая провела ритуал и уходит прочь. Как думаете, блядь. какой ритуал проводила эта жуткая ведьма прямо посреди кладбища? Señora, señora, solo vengo a explorar, no vengo a hacer daño. Allá adentro. Взял как Рэмбо, блядь. Вот так вот взял, блядь, раскраску. Взял вот так вот, блядь, фаер. Сука, я тебя сейчас голыми руками, блядь. А эта бабка к деду пришла, плохо просто стало. И домой идет, ночью возвращается. Я сейчас, блядь. Бабка. Как в Ведьмаке. Allá adentro unas sombras. Allá adentro una sombra, allá adentro, allá adentro. Жуткий случай произошел с подругами в лесах Лейдж. Жуткий случай произошел, когда у подруг рожи такие Жуткий страшные, блядь. Как жизнь моя.
случай Вот это вот произошел с жуткий подругами в лесах Лейджи-Вудс в окрестностях города Бристоль. Подруги Лола Лола с Вовой. Своун и Кейт Шеннон решили провести небольшой кемпинг в лесу. У одной из них были какие-то трудности в личной жизни, и по этой причине они решили немного отдохнуть и собраться с мыслями, проведя пару дней в лесу. Судя по месту, в этом лагере они не первые. Первую же ночь вокруг палатки стали происходить странные вещи. Девушки явно слышали чьи-то шаги, треск веток и листьев, будто кто-то ходил Гром гремит, кусты трясутся. Что там делают? вокруг лагеря. На утро они обнаружили, что некоторые вещи пропали, такие И вся палатка была обдрочена. Зачем вы туда поехали, бестолочи, блядь? как молоток и фонарик. На следующую ночь необъяснимые вещи продолжались. Одна из Ёб твою мать. Блядь. Что это такое? девушек не выдержала и, открыв палатку, громко спросила, кто здесь. Ответа не было, и она свистнула. Из темноты кто-то ответил таким же свистом. Блядь. Сука. Она, говорит, свистнула, и свистнули тоже потом. Подруги испугались не на шутку. Была О, ночь, блядь. они боялись выходить из палатки. Сидели, говорит, полночи свистели. Ровно в час ночи они услышали в нескольких метрах от лагеря детский плач, и это до жути напугало девушек. Еле дождались утра, подруги поспешно уехали из этого жуткого места. Когда они приехали домой, одна из подруг начала просматривать фотографии, сделанные в лагере, и обнаружила пугающую фигуру в белом, которая наблюдала за ними среди деревьев. Ебать, это лось выглянул. Какая фигура в белом? Лось из-за дерева выглядывает, подглядывает, ёпт. Тут все понятно. Об этом видео мало что известно, только то, что взяли его из архива полиции штата Оклахома. Существует вероятность, что это может быть просто подделка, но не факт. Видео не становится от этого менее жутким. Предположительно, этот видеоролик был снят регистратором офицера полиции города Малики. В ночь на 27 июня 2015 года он ехал по шоссе, когда внезапно увидел эту необъяснимую картину. Посреди дороги стояла женщина, а перед ней горел костер. Была высказана мысль, что эта ведьма была под наркотиками. Ну ничего, так нормально. Вот с этого места поподробнее, да. Я слышал, там у них есть там свои приколы, да, тоже на дорогах там. Да, да, отпустите меня, пожалуйста, у меня денег нет, я так не хочу в тюрьму, да, конечно. Да, слышал, наслышан. Там у нас есть ребята, кстати, оттуда тоже. Привет, пламенный. Да. Или что она занималась черной магией. С черной магией, да, она занималась. Да. Да, молодец. Женщина просто стояла перед огнем, подняла руки и на этом видео оборвалась. Ну, я хочу сказать, там 2,5 точно есть. Вот это вот мне нравится. Находиться поздно ночью на кладбище Да. Бля, из этого мема. Та самая Ольга, 300 метров от вас, куплю пиво, дам в жопу, блядь. Блядь, нахер вы это написали? Боже, блядь, мои глаза. почти всем жутко. Какие вы Боишься мерзкие. встретить что-нибудь страшное, необъяснимое, что-то паранормальное. В этом видео случилось невероятно пугающее событие, снятое полицией. Родной, давай не Это нагнетай. видео очень популярно в испаноязычном сообществе, и даже его крутят по всем новостным СМИ. О! Вот с этого надо начинать. Вот это сразу видно в Испании наш подписчик, наш родной. Вот видишь, что? Вот видишь с правой стороны, что в кадр попадает? Вот это грамотная работа. Так, вот с этого места поподробнее. Вот сейчас что-то будет. Поехали. Испанцы! Неизвестные очевидцы сообщили в правоохранительные органы, что на местном кладбище горят огни и звучит нечеловеческий крик и стоны. Нагрудная камера засняла. Просто залетаешь через центральный вход. Там какие-то, блядь, стоны, какие-то костры, ведьмы, шабаши. Ты просто залетел, а у тебя, понимаешь, блядь, полуавтоматически. Ты просто залетаешь в воздух.
Бам, бля. Всем сосать, сука, работают испанцы, блядь! Бам! Второй раз. Все. Тишина полная. Все шабаши сразу временно закончились. Костры все потушены. И только слышно в кустах. Вот такой звук. Все, больше никого нет. Да, все. Тишина. Сняла невероятное и пугающее. О. Правоохранители быстро бегут в сторону, где звучали крики. Думали, что нужна помощь. Вдруг прямо перед Да, там какая-нибудь кинки-пати ночная. Кого-то это по кругу, по кругу, по кругу. Ужасно, ужасно. Фу, нельзя таким быть. Нельзя таким быть. Отвратительно, отвратительно. А тут эти залетают, да, с дробашами. Потом это смешались в кучу кони, люди, да, и понеслась. ними появляется ужасающая фигура, парящая над могилой. Чего? Дубайс, родной, уже пора. Должен уже прозвучать первый. Предупредительный в голову. Фигура на могиле словно отдыхает на шезлонге, одетая в белое, с длинными Все, тут сам Бог велел, тут прямая опасность. темными волосами. Фигура поднимается по мере приближения правоохранителей. Просто прям на скорости, я тебе говорю, бежишь. Прям, знаешь, как в этих фильмах, одной рукой из-за спины достаешь. Говоришь, сейчас дам пососать, а там алкаш лежит, прикинь, какой-нибудь. Заколдыбенил, стопарь, короче, всадил и уснул. И ты просто забегаешь, сука, блядь, бам! Только и только писюны по стенам. Ничего больше нет. Вот это да. Вот это точно по телевизору покажут. Кажется, правоохранители не были готовы столкнуться с подобным. Не применяя оружие, они решили просто выбраться из территории кладбища, чтобы перевести дух. Фигура их провожает взглядом, стоя у калитки. Когда они вернулись, там никого уже не было. Призрачная фигура словно их выгоняла с территории. Это кто-то подшутил над правоохранителями или тут что-то другое? Фейк или... Вы знаете, я посмотрел много очень каналов. Там был в свое время канал про полис. Не знаю, сейчас есть, нет. Вы знаете, там в Америке, да, в Америке, мне очень нравится, как у них принято шутить. Там вообще полицаи, они особо юмора не всегда вообще воспринимают. Очень серьезные ребята, да. Там чуть что сразу. Стоп, fuck you, бам, все. Смотришь, раз уже облака, все хорошо. Да, так что, ну, да, там шутить такой себе. Или не фейк? Что думаете? Что это за очко? Странная лысая женщина. Он просто в упор подошел, снимал, ждал, пока она повернется. Женщина с бледной кожей и без глаз стоит в темноте. Ее взор направлен на дом автора этого видео, когда он застал ее врасплох. Глядя на эту женщину Какой, блядь, расплох. Он стоит почти перед ней. и на все рядом происходящее, можно смело сказать, что скорее всего это женщина-ведьма. И это не Врасплох. какая-то страшилка, а реально снятое видео на камеру. Но точно я не могу сказать, кто она такая, как и большинство людей. Многие люди верят, что это не постановка и все реально. А как считаете вы? Ваше мнение? Пишите в комментариях под видео. Я считаю, что Это нас жуткое кто-то видео было опубликовано Джозефом и его женой Джову. Они засняли на камеру через окно Кем? Джозефом и его женой Джову. Кем? Джозефом и его женой Джову. Они засняли на камеру через окно такое, Ну что ладно. вы никогда такого подобного не видели. Уверяю. Смотрите. Часы.
бля. А там собаки жопами склеились. Ирина. Ёб твою мать. В видео муж и жена, кажется, забеспокоились, когда начали слышать странные звуки. Забеспокоились. Я бы не то чтобы посидел. Я бы, блядь, не знаю, мне кажется, я бы умер бы от разрыва сердца, а не немного забеспокоился. Ты представляешь такое увидеть? Поссать встал, к окну подошел, а там летает у тебя это. Со своего двора. На часах мы видим 3 ночи. Джозеф смотрит на улицу и видит что-то похожее на летающий человекоподобный силуэт. Отражение в лобовом окне грузовика доказывает, что это не монтаж. Ведьма и действительно парит в воздухе, приближаясь все ближе к дому. Вероятно, она прицепилась за какую-то веревку или леску, но если внимательно присмотреться, ничего не видно. Я не совсем уверен в подлинности видео, но тем не менее, это точно не монтаж. Правда, неправда, но ролик... Мы сейчас вот в Resident Evil 5 играем, вы видели, что такое Магнум? Просто один четкий выстрел, он умрет. 2, ладно. Ты видел там, как типы отлетают? Там просто кабины слетают вообще просто без шансов. Там инерция такая и сила, что там вообще без вариантов. Она может летать, не летать. Просто к окну подошел, говоришь, ну-ка, придержи-ка меня. Ролик до ужаса пугает. Согласны? Канадка совершенно случайно засняла полностью голых 500. ведьм, поедающих оленя. В ужасающем инциденте, О! который мог бы состязаться со сценами из фильмов ужасов о каннибалах, любительница природы из Канады испытала шок после того, как стала Любительница природы. Недавно видели, показали. Любители природы. Где-то в швейцарском или где в немецком зоопарке дурак залез какому-то ослику редкому, занесенный в Красную книгу. Любитель природы тоже. Показали вон по всем пабликам. Дурак неумный, блядь. Хватит к осликам лазить. Их и так мало осталось, там какие-то специальные ослики, там редкие. Прекратите это. Фу, такими быть. свидетельницей того, как 2 обнаженные ведьмы, по-видимому, участвовали в макабреском пире на трупе мертвого оленя. Представь, что ты спокойно едешь в машине и вдруг видишь то, что заставляет задуматься, не сон ли это. Ведьма летит прямо над ним. Автор этого видео ехал на автомобиле, когда заметил на своем пути загадочный объект, парящий в воздухе. И мы тут явно понимаем, что это не сон. Смотрите. Чего, блядь? Что за хуйня? Жуткая, странная, темная ведьма левитирует в воздухе посреди ночи. Не видно никаких объектов, за что этот человекоподобный темный силуэт мог бы держаться. К сожалению, у этого видео не так много контекста, чтобы разобраться детальнее, что тут произошло. Поэтому нам остается... А это что за дилдак черный там в кадр попадает? Слышите вы? Никого это не смутило, нет? Вот это что за черный дилда еще там из облаков? Что это такое? А? Black Mambas спускается или что? Нам остается только удивляться и догадываться. Жуткая ведьма проникла к нему в дом. Сложно поверить, что это реальность, но камера, установленная внутри дома, это засняла. Камера видеонаблюдения фиксирует, как женщина в белом платье входит в гостиную. Вы можете подумать, что это просто хозяйка дома, потому что это быстро происходит, и вы обращаете... Блять, ну камеры просто потрясающие, я тебе говорю, у меня за 500 рублей это радио-няня, она лучше показывает, чем вот это все говнище. Ну что ж такое-то, а? Ну где вы эти камеры, блядь, берете? Внимание только на нижнем... Невозможно такие ублюдские камеры заказывать, ну просто, ну чисто физически, но ты их нигде не найдешь уже, блядь. Часть женщины, когда она входит.
Так что поначалу кажется все вполне нормальным, но когда она пересекает комнату, направляясь к камере, вы замечаете ее шею. Вырез женского платья кажется темным, возможно красным. И когда она подходит ближе, мы видим, что это не просто человек. Темные Это женщина. круги вокруг глаз. Этот человек, если это человек, выглядит как настоящий восставший мертвец из могилы. И похоже, ее Ёб твою мать, как здесь что-то можно вообще понять? Здесь 3 FPS. раздражает светящаяся лампочка в камере наблюдения, поэтому она ее сбивает рукой. Это просто кто-то собирается на костюмную вечеринку или реально зомби существуют. Что Существует, эта да. ведьма там делает? Как она туда забралась? Зачем? Смотрим. Эта странная женщина была снята на камеру мимо проходящим парнем. Позже ее начали снимать уже десятки людей. Странную женскую фигуру заметили двигающуюся среди листьев на верхушке дерева. Некоторые предполагают, что это не обычная женщина, а какой-то психически больной человек. Некоторые предполагают, А нахера вы аиста полезли снимать? Ёб твою мать, оставьте животное в покое. Аист, блядь, прилетел, гнездо захотел свить. Какая женщина левитирует? что это вообще призрак из-за того, что когда приехали спасатели, женский силуэт исчез. Как она стоит на вершине, как она сохраняет так умело равновесие. Ветки вряд ли ее вес выдержат. Это и остается загадкой. Странное изображение, я бы даже сказал мистическое, было сделано на кладбище возле могил. По словам очевидцев, их это явление привлекло очень сильно внимание, когда они заметили, как женщина, одетая как монахиня возле могилы со скелетом, начала, видимо, танцевать. Чего? Вероятно, проводила какой-то мистический ритуал, обряд. Инцидент привлек большое внимание людей. Это произошло 16 июля рядом с оживленной дорогой возле генерального кладбища в Галле. Некоторые люди предполагают, что это был пранк или съемки какого-то кино, хотя камер там не видно. На женщине одета кремовая монашеская ряса и головной убор из чепца. На другом изображении кажется, что загадочная монахиня играет со скелетом какого-то животного, похожего на собачий. Что изображала или делала монахиня, неизвестно. Что вы думаете? Я думаю, Сейчас что я вам покажу. этот мир, блядь, сошел с ума. И пора нам встречать метеорит. Очередной какой-нибудь. Невероятно Чтоб дало так, чтоб, блядь, эта матушка-потаскушка земля соси сошла просто. Соси сошла. Да, чтоб соси сошла. Чтоб в космосе все просто стоя поаплодировали, сказали, блядь, красиво пошло, красиво, молодец. странный и страшный инцидент. Подобного вы никогда не видели. Ведьма охраняет мистический дом и прогоняет людей, которые увидели там реального страшного призрака. Исследуя заброшенную деревню под названием Давутлу, Блядь, 3 в одном. группа парней обнаруживает, что они в этом месте не одни. Одна женщина выходит из деревянного дома. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerrin nas, Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum nereye var yanında? Женщина ведет их к этой странной темной фигуре, прячущейся за углом, но фигура исчезает по мере их приближения. Sen ne yapıyorsun burada ya? Ben her yerde geziyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Ne oluyor ya? Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Затем темная сущность вновь появляется в окне нижнего этажа. Посветите ее фонарем-то. Таинственная фигура появляется только как форма тени. Пока сумасшедшая что-то рассказывает парням, ее молчаливый муж стоит спиной к камере. Фигура снова исчезла из поля зрения. Abi ne oluyor? Benim sevgilim gel buraya. Şaka mı bu? Bak yakaladım. Baksana şu adama baksana kanka. Что происходит? Oğlum bu la ilahe yemiş ya. О, gidiyor. А потом у женщины поехала крыша, и она начинает прогонять ребят, и даже бросает в них вещи. Abi, ooo bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Oo, bismillahirrahmanirrahim. Алло? Oo adam dışarı çıktı. После того, как их преследовала чокнутая женщина, они позже снова видят фигуру в окне.
Orada duruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Alem bu ne böyle ya? Kafayı yiyeceğim. Abi. Но от этого не становится яснее, что это за фигура. Я понятия не имею, что это за сущности, херня. но мне кажется, что эта старуха может защищать его от посторонних, хотя я не уверен, что оно нуждается в ее защите. 13 октября 2022 года Мелисса Симик вышла в прямой эфир на Facebook с одним из самых странных видео, которые я когда-либо видел. Она утверждает, что это произошло с ее мужем Вампа. Я не понял этого. Неизвестные ведьмовские силуэты высотой 3,5 метров появились из воздуха и стояли возле какого-то мистического алтаря. 13 октября Мелисса Симик вышла в прямой эфир на Facebook с одним из самых странных видео. Лех, год ты туда съездишь. Да это все шляпа. Есть, поверьте, очень большое количество разных мест, ну, в которые, типа, блядь, если ехать... Я, короче, ну, я вам так скажу, я до сих пор думаю насчет больше, наверное, даже безопасности и целесообразности поездки непосредственно без стрима. Потому что не везде интернет ловит, и я повторюсь, я бы хотел ездить без стрима, но это ультра опасно. Это не то чтобы опасно, это просто страшно. Поэтому под вопросом, ребят. Вот, а ездить со стримом как-то вроде поспокойнее, но ты не такой мобильный. Поэтому как-то так. Я очень много сейчас наблюдаю вообще за, там, 2, получается, авторами. Ну, вообще 3, но 2 прям очень плотно за ними смотрю. Это, я не помню, как это правильно называется, короче, это люди, которые очень подробно все исследуют, то есть досконально историю, они не историки, они идут против науки, то есть они не поддерживают общепринятую вообще теорию, вообще абсолютно науки, и они топят за то, что, короче, вся история, она вообще подменена. Вообще абсолютно вся. И если быть совсем откровенным, я иногда задумываюсь вообще над словами Михаила Задорнова. Там, да, его куча разных высказываний, его фильм посмотрел, когда очень много есть всего непонятного, очень много есть всего, как бы вам сказать, вся история, она переписана, и переписана непонятно как, и кем, и где, и когда. То есть все такое, знаете, хер его, короче, знает. Под вопросом. Вот так вот вам скажу. То, что не знаю. Как-то мое мнение, что очень много странного. Вообще очень много странного идет. Короче, на эту тему можем отдельно поговорить. Давайте, наверное, какой-нибудь лайвстрим я сделаю, и можно поговорить, поднять эту тему. Тело этой жуткой ведьмы неестественным образом скручивается и корчится. Смотрите. Часть видео пришлось заблюрить по правилам Ютуба. Оригинал вы найдете в телеграм-канале Чизоид. Так вот, автор видео по имени Ашик Типу совершенно случайно столкнулся с вполне реальной демонической одержимостью молодой девушки, которая находилась вдоль леса в темноте посреди дороги одна и голая. Надо было помочь. В первом видео можно Изгнать увидеть демона. молодую девушку с длинными темными волосами, сидящую посреди дороги. Фары автомобиля светят на нее, освещая фигуру. Используя свои руки, она медленно поднимается вверх, выгнув сильно спину. Кажется, что она вот-вот бросится на машину. Затем одна поднимается на ноги и начинает идти задом наперед. Во втором видео, которое является продолжением первого, мы видим, как женщина ускоряет шаг, заставляя машину и ее испуганных пассажиров двигаться задним ходом. Затем она шагает в лес. После чего была вызвана служба, которая приехала очень быстро, но саму голую девушку в лесу им так и не удалось отыскать. Можно посчитать, что видео могло быть просто очень страшным пранком. Другие считают, что девушка не в себе или действительно одержима чем-то. По поводу одержимости, я в это верю. То, что есть моменты, я не могу сказать, что это там шайтан, да, если брать мусульман, да, ребят, если брать христиан, это там демон, там по-разному, да, но у него разных имен много, лукавый там и так далее, да. Вопрос в том, что
есть некоторые вещи, которые, наверное, пока нам просто рано знать, и мы их вряд ли поймем. Но имеет место быть. Я думаю, что что-то есть. Да, что-то есть такое, но пока как это вот все объяснить, непонятно. Одержимость, я говорю, имею в виду, есть. Если вам понравилось это видео про реальных ведьм и вы хотите продолжение, покажите это в виде лайка и приятного комментария под видео. Вы были на канале Зомби Чеза. Пока. Слушайте, ну, один момент я не понял, как он смонтирован там, потому что я думаю, что это монтаж. Все остальное, в принципе, такое под вопросом. Пишите комментарии, какой один момент больше всего вас смутил. Буду рад. Погнали. Сука. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.